Фильм начинается с того, что Бенджамин Энгель, хакер из Берлина, говорит, что он стал одним из самых разыскиваемых хакеров по всему миру. Он сдается, утверждая, что может привести их к Friends, российской кибермафиозной организации. Он также хочет, чтобы его допросила только Ханна Линдберг, глава киберотдела Европола. Бенджамин начинает свой рассказ с рассказа Ханне, что он считает себя супергероем с невидимостью в качестве суперсилы, то есть его никогда не замечали окружающие. Как и любые другие супергерои, у него также нет родителей. Его отец сбежал, а мать покончила жизнь самоубийством, когда ему было 8 лет. С тех пор Бенджамин живет со своей бабушкой, страдающей болезнью Альцгеймера. Он говорит ей, что начал изучать программирование и успешно взломал свою первую систему, когда ему было 14. Несмотря на то, что в реальной жизни он неудачник в сети, он чувствует себя своим, тратит большую часть своего времени в Даркнете, где он может быть тем, кем всегда хотел. Там он восхищается MRX, известным хакером, личность которого неизвестна и который может взломать любую систему. Он объясняет, что у MRX есть 3 правила: ни одна система не является безопасной, стремитесь к невозможному и не ограничьте свое развлечение только виртуальным миром. Бенджамин не смог поступить в университет, и ему пришлось работать разносчиком пиццы. Он рассказывает Ханне, что Мари – девушка, в которую он с тех пор влюбился. Средняя школа – настоящая причина, по которой он оказался в ловушке хаоса. Узнав, что у Мари проблемы с экзаменом, он пытается быть для нее супергероем. Он пробирается в университет и напрямую подключается к центральному серверу университета. Он взламывает сервер и умудряется скачать все экзаменационные вопросы. Однако его замечает охранник и арестовывает. Из-за отсутствия судимости его приговорили к 50 часам общественных работ. Во время наказания он встречает Макса, который, кажется, разбирается в IT-вещах и интересуется навыками Бенджамина. Затем Макс приглашает его на вечеринку. Бенджамин утверждает, что личность Макса является полной его противоположностью. Он самоуверенный и харизматичный человек. Там Макс представляет Бенджамина своим друзьям, Стефану, мастеру программного обеспечения, и Полу, фанату аппаратного обеспечения. Они говорят Бенджамину, что ему нужно доказать свои способности, иначе они его убьют. Ему удается взломать систему дома и отключить электричество в районе. Оказывается, это не дом Макса, и они убегают оттуда. Мари следует за ними и, наконец, узнает Бенджамина. После этого он возвращается домой и обнаруживает, что его бабушка идет посреди улицы полной машин. Из-за ее болезни ему приходится положить ее в больницу на определенное время. В поезде Бенджамин случайно встречает Макса, который также является большим поклонником MRX. Он приглашает его на прогулку и объясняет Бенджамину о социальной инженерии, самом эффективном метод взлома, который использует 2 наиболее важные тенденции человека – доверчивость и несклонность к конфликтам. И так они могут получить, что хотят. Макс также показывает ему концепцию социальной инженерии в кафе, где в результате они получают 2 бесплатных пончика. Затем Макс приводит Бенджамина, и он присоединится к их хакерской миссии. Бенджамин идет в конференц-зал, где его заставляют взломать презентационный ноутбук. Он пробирается внутрь и умудряется добраться до ноутбука, подключив его к их сети. Миссия увенчалась успехом. Им удается получить полный доступ к ноутбуку и показать зрителям смешное и неуважительное видео. После своего первого успеха Бенджамин использует дом его бабушки в качестве штаб-квартиры, и они решают сформировать хакерскую команду под названием «Клей», которая означает «клоуны смеются над тобой». С тех пор они совершили множество хакерских действий, начиная с финансового мира, где они взламывают систему и намеренно изменяют биржевой график так, как им нравится. После этого они переходят к следующей цели, и это крупная фармацевтическая компания. Благодаря своим действиям они становятся вирусными и знаменитыми в социальных сетях. Однако MRX, кумир Бенджамина и Макса, не впечатлен, и ему плевать на них, что приводит Макса в ярость, потому что он хочет от него признания. Чтобы успокоиться, они решают подцепить проституток на улице и устроить на своей базе небольшую вечеринку. С другой стороны, на данный момент Friends, состоящие из 4 членов, несут ответственность за атаку на серверы немецкой армии, и Ханна, ответственный агент, до сих пор не может их поймать даже после 3 лет погони. Позже этой ночью Бенджамин выходит навстречу Мари и пытается ее поцеловать, но она отвергает поцелуй и возвращается назад. Вскоре после этого он сталкивается с мужчиной, который оказывается парнем Мари, и получает удар по лицу. На следующий день MRX отправляет им сообщение Европола, подразумевающее, что они не представляют угрозы, а Клей – всего лишь группа младенцев.
Обиженный и разъяренный Макс заявляет, что им нужно совершить огромное действие, и Бенджамин предлагает взломать главное здание Центральной разведки Германии. Они идут на свалку и обнаруживают письмо, которое позже будет использовано для фишинга, чтобы получить доступ к зданию БНД. Короче говоря, они получают пропускные карточки через почтовый ящик и выполняют миссию. Как обычно, Бенджамин, выступающий в роли передового, незаметно врывается в здание и ему удается добраться до серверной комнаты. Они взламывают сервер и принтеры, распечатывая свои логотипы. Они благополучно сбегают оттуда и направляются прямо на вечеринку. Однако там Бенджамин замечает, как Макс целует Мари, что приводит его в ярость и разочарование. На следующий день он запирает все входы на базу, не позволяя своей команде попасть в дом, и тайно отправляет в МРЭКС данные, содержащие секретный список имен. Остальным удается ворваться в дом, и Макс тут же бьет Бенджамина кулаком по лицу, избивая его. Однако из-за его безрассудного действия Криптон, оказавшийся агентом под прикрытием Френдс, убит после того, как его личность раскрыта. Выяснилось, что МРЭКС продает данные русской кибермафии и на самом деле является одним из членов Френдс. С тех пор Клей считается хакерской террористической группой. Стремясь очистить свое имя, Бенджамин пытается связаться с МРЭКС, чтобы раскрыть его личность через публичные сети, но агентам удается отследить их местонахождение. Короче говоря, агенты прибывают на место, но им удается сбежать из здания и убежать от них. Бенджамин сообщает Ханне, что МРЭКС приказал им взломать систему Европола, и Клей готовились раскрыть его личность. Они сожгли свою штаб-квартиру и направились в штаб-квартиру Европола в Гааге. Они предпринимают несколько попыток получить доступ к зданию через фишинг, но все терпят неудачу. Они даже пытаются проникнуть через канализацию, но им не удается. При этом руку Макса пронзает гвоздь. Позже ночью Бенджамин возвращается туда, замечает карточку посетителя, лежащую на земле. Используя навыки социальной инженерии, он обманывает охранника, сказав ему, что он уронил свой бумажник, и отец убьет его, если он не вернет его. И ему удается подложить хакерское устройство под стол в кафетерии. На следующий день он получает доступ к системе и пытается передать доступ, в том числе установленному им трояну, к МРЭКС. Однако МРЭКС удается обнаружить ловушку и начать контратаку, обнажая лицо Бенджамина и сообщая его местонахождение российским агентам через IP-передатчик. К счастью, Бенджамин убегает. Он возвращается в номер отеля, где узнает, что все его товарищи по команде убиты. Не имея выбора, Бенджамин сдается Ханне, которая была отстранена из-за ее неудачи захвата Френдс. Вернувшись в комнату для расследования, он передает гильзы Ханне и утверждает, что хочет снова стать невидимым. Затем Ханна понимает, что Бенджамин хочет быть включен в программу защиты свидетелей. Он говорит, что поможет ей получить МРЭКС и Френдс, так что карьера Ханны будет спасена. Бенджамин входит в Даркнет, маскируясь под МРЭКС, и распространяет ложь о том, что МРЭКС является стукачом. Настоящий МРЭКС вынужден проникнуть в Даркнет с помощью инструмента, подготовленного ранее Бенджамином. Оказывается, молоток, который он использовал ранее, был IP-передатчиком, и настоящая личность МРЭКС наконец раскрыта. В конце концов, ФБР арестовывает МРЭКС, которым оказывается 19-летний американский парень из Нью-Йорка. После этого Ханна замечает странную рану от гвоздя на руке Бенджамина, которая должна была быть у Макса. Она тайно врывается в дом его бабушки и находит в мусоре коробку риталина. Она также подходит к Мари, которая утверждает, что никогда больше не видела Бенджамина со школы. Позже той же ночью Ханна отправляется в больницу, где лечится бабушка Бенджамина. Доктор, который тогда также лечил его мать, рассказывает, что мать Бенджамина страдала от множественных расстройств личности, которые могут передаваться по наследству и могут быть вызваны риталином. Ханна соединяет все дыры в истории Бенджамина и в конце концов обнаруживает, что Макс, Стефан и Пол никогда не существовали. Она заявляет, что все они вымышленные персонажи, а Бенджамин делал это совсем один. Она добавляет, что тело его товарищей по команде в отеле так и не были найдены. Затем Ханна заключает, что Клей — это он один, и программа защиты свидетелей не может его защитить из-за его болезни, что приводит Бенджамина в отчаяние. Однако после закрытия дела Ханна передумала и позволяет ему получить доступ к программе защиты свидетелей. Он меняет свою личность, и Ханна впоследствии высаживает его. Прежде чем он уйдет, Ханна просит его рассказать ей о фокусах с сахаром.
После выполнения трюка Ханна понимает, что что-то не так, но все же его отпускает. В конце фильма Бенджамин и его команда перегруппировываются на пароме, успешно выполняя величайший трюк социальной инженерии. За все время мы возвращаемся на место происшествия после того, как Бенджамин сбегает от русских агентов. В номере отеля они намеренно планируют внести в историю множество сюжетных дыр и ждут, что она закроет все дыры. Чтобы сделать историю более реальной, они намеренно создают рану от гвоздя в руке Бенджамина. В конце фильма Ханна осознает обман, но не хочет за ними охотиться, поскольку она уже получила то, что хотела.